Glow переводится как «свечение», и в фотографии чаще всего упоминается при обозначении эффекта, который затрагивает на изображении светлые области, делая их более гладкими и слегка размытыми, создавая таким образом атмосферу легкости, воздушности и даже загадочности. Этот эффект можно применять к портретам, пейзажам, но мне больше всего нравится его применять в ночной фотографии, когда свет на контрасте ночного фона становится более интересный и атмосферный. Как создать такой эффект магического света в Lightroom или Camera Raw, буквально в несколько кликов я покажу в сегодняшнем видео. Мы с вами в Lightroom. Эту фотографию я сделал на телефон, на iPhone 13 Pro Max. Давайте мы для начала применим какой-нибудь пресет. Вот пусть будет вот такой. Далее мы с вами идем в маски, добавляем новую маску, выбираем кисть. Кисточку делаем большую, растушевку убираем до предела влево. Количество краски и плотность убираем вправо. Если у вас цвет не отображается, кликните вот здесь вот галочку. И теперь наносим маску, стараемся захватить все области. В наиболее светлых участках вам, скорее всего, придется уменьшить размер кисточки и дополнительно поелозить, чтобы все закрасить. После того, как мы наложили маску на наше изображение, нам необходимо перейти в настройки маски. Вот такая область, она подсвечивается в Lightroom справа. Нам необходимо панель опустить немного вниз. Нам понадобятся здесь ползунки, которые обозначены как эффекты. Как только мы начинаем работать с четкостью, красный цвет маски сразу исчезает, и мы с вами видим, как расплывается наше изображение. Я поставлю 75, но тут все достаточно индивидуально. В итоге получилось у меня 74, пусть так и останется. Делаю посильнее, чтобы вам на экранах ваших девайсов было заметно, какие изменения я вношу в изображение. На самом деле я этот эффект делаю немного поменьше, но его можно исправить и другими способами. Покажу немного позже. Удаление дымки мы тоже немного снижаем. Я думаю, что где-то минус 10 будет достаточно. А вот текстуру наоборот повысим и сделаем ее, пожалуй, где-то на значение. Давайте пусть будет 15. Теперь давайте перейдем в маски и нажмем на глазик. Посмотрим до, после, до, после. Эффект в принципе выглядит очень неплохо, но он затронул абсолютно все области изображений, светлые участки и средние, и темные. Нам же необходимо, чтобы этот эффект распространялся только на светлые области. Там, где у нас образовалась маска, кликаем на 3 точки, выбираем «Добавить пересечение с маской с помощью» и здесь выбираем диапазон яркости. Перелистываем панель вверх. Смотрим, чтобы была активная галочка «Инвертировать» и нажимаем «Показать карту яркости». После этого переходим к левому ползунку, но не к самому нижнему, а который находится вот здесь посерединке, и подтягиваем его вправо. И наш созданный glow-эффект, он распространяется в красных областях, а в черных областях этого эффекта нет. И обратите внимание, какой у нас контрастный и строгий переход между темным и красным изображением. Нам необходимо его немного размыть и немного нивелировать. Я оставлю, пожалуй, так. Ориентируюсь я на самые светлые участки, вот в данном случае это фонари, чтобы здесь были плавные переходы, уходящие в то место, где эффект не накладывается. Далее, друзья, мы можем снять галочку с карты яркости. Напротив маски кликаем на глазик и смотрим, как наложился эффект. Итак, до, после, до, после. Теперь glow-эффект самые темные области не закрашивает. Таким образом, создавая красивый магический эффект именно в светлых участках изображения. Теперь давайте автоматизируем glow-эффект, создадим пресет, который в будущем значительно ускорит нашу обработку. Кликаем на слой с маской, нажимаем правую кнопку мыши, выбираем «Переименовать», пишем здесь glow, нажимаем ОК. И при активном слое с glow-эффектом здесь можно настроить эффект, усилить его,
либо ослабить. Далее переходим в стиль и нажимаем плюс, создать стиль. Здесь выбираем снять флажки и выбираем только лишь одну галочку напротив слова glow. И также я и назову сам непосредственно пресет glow эффект. Создать. Откроем следующее изображение, оно уже обработанное, и сюда добавим созданный пресет glow эффект. После того, как пресет наложился, мы можем ползунком эффект усилить его, либо ослабить. А перейдя в маски, в наш слой с glow эффектом, мы можем изменить с вами параметры эффектов, либо также ползунком эффект ослабить, либо усилить эффект. Давайте посмотрим. Было, стало. Было, стало. Легко, незаметно, но вау, как красиво. Если вы впервые на моем канале, не забудьте заглянуть на сайт, где вас ждет подарок, набор travel пресетов Desire. Кроме YouTube, все видео размещаются на альтернативных площадках. Рутуб, ВК Видео, Дзен. В группе ВК мы делимся своими снимками, в чате телеграм-канала делимся своим мнением, новостями и помогаем в установке программ и приложений по обработке фотографий. Просто общаемся на различные темы. Все необходимые ссылки в описании к этому видеоролику. А с вами, как всегда, был Серджио, ваш фотоментор. Желаю вам новых творческих высот. Всем пока-пока и до встречи в следующем видео. Ранний рассвет, в руках камера, свет. Он ловит момент и ванит объектив. Каждый кадр — это искусство и след. Фокус точен, YouTube ждет новый мотив.